проблемы. Проблемы Будды больше, чем мои проблемы. Проблемы Будды не меньше, чем ваши проблемы. Но Будда не страдает, потому что Будда понимает концепцию непривязанности. Понимаете, да? Будда понимает, а мы не понимаем. Будда понял, а мы не понимаем, поэтому мы страдаем. Я хочу сказать, что у Будды есть переживания или нет. У Будды тоже есть переживания. Проблема, что у Будды, Будда имеет разобраться с переживанием, а мы не можем. Потому что мы не достаточно мудры, как Будда. Вот. Сегодня два мантра, которые мы будем читать. Это мантра, как называется, Абхидхамма. Мантра Абхидхамма является очень глубокой буддийской философией. Да? Один раз человек слушает эту мантру, достаточно, что попасть в раю. Это тайцы. И люди буддийских стран, мы так верим, и мы так практикуем. Да? Мантра, который монах читает на похороны и на кремации, мы не читаем только для умерших, человек, который умер. А мы читаем для именно людей, которые остаются еще живые, которые пришли на кремацию и на похороны. Что понимаем? Даже мы не понимаем, я думаю, что вибрация и энергия, которую монах вам передают, имеет очень большое значение. Понимаете, да? Я думаю, что иногда надо очистить наше сознание. Наше сознание очень много. Да? Очень много нехороших сознаний, очень много негативных чувств, очень много негативных эмоций. Да? Сколько раз сегодня у вас плохое настроение? Сколько раз у вас сегодня мысли, которые не полезны? Сколько раз у вас сегодня вы сказали матом? Да? Сколько раз у вас как обиды? Сколько раз у вас фантазии, которые не полезны и не хорошие? Поэтому я думаю, что даже вы не понимаете мантру, но очень хороший момент в вашей жизни, что вы будете слышать эту мантру. Сейчас перед тем лекция, да, будет моя лекция. Я буду читать лекцию короткая, примерно 35-40 минут. И сегодня очень редко в России, да, 104 монахи, которые прилетели из Таиланда, да, находятся в этом зале, да, в этой зале и читаем мантру и лекции для вас. Сейчас послушаем мантру перед лекцией. Yo so bhagava arahang samma sambuddho savakado yena bhagavato dhammo supatipanno yassa bhagavato savaka sangho dhammayang bhagavantang satamang sasanghang ime isakare iyatarahang arobite abhipujayama sadhuno bande bhagava sucira pariniputopi pachima janata nukamba manasa ime sakare tukata banakara pute patikanatu amagang dikaratang itaya sukhaya arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi savakato bhagavata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami namo tassa bhagavato arahata
Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Today I decided to give a lecture in English. Сегодня я решил дать лекцию по-английски. Why I decided to give a lecture in English? Because if I give a lecture in Russian, Thai teachers, Thai Buddhist teachers, they won't understand what I am saying in Russian. Потому что если я буду давать лекцию по-русски, то тайские монахи ничего не поймут. So it's very good for me to practice my English because mostly I don't like to speak English. Аджан Чатри очень полезно практиковать свой английский, потому что в большинстве случаев он не разговаривает по-английски. My favorite language is Russian. Любимый язык Аджана Чатри русский. But today is very necessary to give a lecture in English to make Thai teachers from Thailand to understand what I am saying to you. Но сегодня очень важно, необходимо дать лекцию по-английски, чтобы тайские монахи могли понять смысл лекции. I think not only in Russia, but around the world we are talking about spirituality. Я думаю, что не только в России, но по всему миру мы говорим о духовности. I think the one thing that is not enough in the world at the moment, now today, is the spirituality. Я думаю, одна вещь, которой не очень хватает в сегодняшнем мире, это духовность. We have everything. We have a very high technology, and we have very many alternative technologies. У нас есть все, у нас есть замечательные, прекрасные технологии, современные альтернативные технологии. Even there are more like millions alternative technologies that people don't know yet. Существует миллионы альтернативных технологий, о которых люди даже ничего не знают. The future technologies that we don't know in the future. I think in our lifetimes we will see the alternative technologies. Я думаю, что в течение нашей жизни мы еще успеем увидеть настоящие альтернативные технологии. 20 years ago, if some guys they have the pictures with them pictures. You don't know pictures, Russian, but in Thailand or in Japan or European country we use pictures to send messages to each other. 20 лет назад, например, у всех людей были пейджеры для того, чтобы обмениваться сообщениями. People think that pager is the final technology. Люди думали, что пейджер это окончательная технология. But now, even the children in the kindergarten, they have the mobile phone, iPhone, or very good smartphones. Но даже сейчас в детском саду дети уже играют с смартфонами, айфонами. It's very important to understand that we cannot stop the material development or we cannot stop the material world. Очень важно понимать, что мы не можем остановить материальное развитие, материальный мир. Every day, tomorrow and after tomorrow and next year, next 10 years, you will see the thing that you cannot imagine that it would be happen in our lifetimes. И вы увидите, допустим, завтра, послезавтра, через год, через 10 лет, то, что возникнут такие технологии, которых вы даже не подозревали. So we cannot stop the material development and technologies. То есть мы не можем остановить материальное развитие и технологию. But we are talking about spirituality. Но мы разговариваем сейчас о духовности. I think it's very important to note what is the problem in your mind. Not only in our minds, but in the minds of human beings 2,000 or 3,000 years ago. Я думаю, очень важно понимать, что какая проблема существовала в умах людей, существует в умах сегодняшних людей, а также в умах людей, которые жили 1000 лет назад, в прошлом. Materially,
we are changing all the times, but spiritually we are the same. We are the same 2,000 years ago, today, and next 1,000 years in the future. С точки зрения материи мы постоянно изменяемся каждый день. С точки зрения духовности мы остаемся неизменными, такими же, какими мы были 2000 лет назад, 1000 лет назад, какими мы будем через 1000 лет. Мы все равно останемся такими же с точки зрения духовности. If you study the Bible and the history in the Bible or the history of the teaching of the Buddha in Tripitaka, people 2,000 years ago and people nowadays, they are the same. Even the circumstances or environments are different. Если вы изучаете, допустим, Библию или учение Будды Трипитаку, вы поймете, что люди 2000 лет назад были такими же, какими они сейчас. Ничего не изменилось. So, I want to tell you 10 things. We call, in Pali language, kilesa, defilements. The dirt in your mind that never changed 3,000 years ago or 10,000 years ago or next 2,000 years in the future. Я вам расскажу о 10 вещах. Одна из этих вещей это килеса, так называемое духовное загрязнение разума. И это килеса, духовное загрязнение, оно остается неизменным, такой же, какой было 2000 лет, 3000 лет назад. So, technology cannot clean your defilements in your mind. Поэтому технология не может очистить ваш разум, очистить загрязнение вашего разума. Technologies, very high technologies in your hands, or very high technology at home. Very expensive car cannot stop or cannot clean your defilements in your mind. Например, вот современная технология, допустим, очень дорогая продвинутая машина не сможет изменить что-то неправильное в вашем разуме, в вашем уме. So there is no technology that can clean your defilements in your mind. И не существует никакой технологии, которая могла бы очистить вот эти вот загрязнения вашего разума. There is one technology, spiritual teachings. Есть одна технология, это духовное учение. Spiritual teachings, you can study Bible. Вы можете изучать Библию, например. You understand Bible from zero, from A to Z, from A to Ya. Вы можете изучить Библию, да, от А до Я, то есть полностью. And you understand the teaching in the Bible. И вы понимаете учение Библии. Everything. Все. Not by word. Не слово в слово. But by the meaning. Но по значению. Many people understand the Bible from words, from wording, but they don't understand the meaning, what they wrote, what written in the Bible. Многие люди понимают как бы значение, да, то что слова, но не понимают значение, да. So in Buddhism, also many people understand the teaching of the Buddha by word. То же самое в буддизме очень много людей понимают слова, да, учение Будды конкретное. They learn by heart, they remember every word, the teaching of the Buddha, but not that mean nothing. Они учат наизусть учение Будды, но это ничего не значит, потому что не понимают. So is the fashion when you say that I don't believe in anything. For European peoples, maybe not many people say this in Russia. Less percent in Russia to say this. А сейчас существует мода в мире, когда люди говорят, мы ни во что не верим, особенно в Европе. But in Russia less. Но в России это меньше. I think people, human beings without religion, is very dangerous. Without the spiritual teachings, very dangerous. Я думаю, что люди, которые не занимаются духовными учениями, то есть не занимаются духовными поисками, они очень опасны. And there are more people understand the teaching in their religions by their own imaginations.
И многие люди понимают вот духовное учение с помощью своего собственного воображения. And they understand the teaching in the level of dogmatism, at the dogma. И они понимают вот духовное учение на уровне догмы. There are many people don't understand anything, Многие люди, которые вообще ничего не понимают. and the other people believe their religion on the level of dogmatism, of the dogma. А другие люди верят в догму. Both of them are very dangerous. Оба этих типа людей очень опасны. So there are 10 things that I want you to know. What is the dangers in your mind today? 10 вещей, о которых я хочу вам рассказать, это опасности вашего разума. The first thing is the greed. When you cannot limit your need. Greed. То есть жадность, да. То есть когда вы не можете ограничить ваши желания. You know many things. You study, you have very high educations. You graduated from the institutes and universities, but you cannot stop your greed. То есть вы получили прекрасное образование, закончили университеты, институты, много что знаете, но все равно вы не можете остановить вашу жадность. Even you can go to the temples or monasteries, you can practice meditation, and you cannot stop your ego. You cannot stop your need. You cannot stop your wants, and you cannot stop your greed. Вы можете заниматься духовными практиками, йогой, ходить в монастыри, но все равно вы не сможете побороть эту вашу жадность, ваши желания, ваши нужды. So, the monks, there are many monks, they need very expensive monk robes. Многим монахам требуются очень дорогие монашеские одеяния. There are many people, there are many monks, they need smaller cells to practice meditation. Многим монахам требуются более маленькие монашеские комнаты для практики медитации. He has very big house, very big cell, very big villa in the temples. Например, у монаха есть очень большая комната, очень большая вилла в монастыре. But he is very suffered that he needs a very small cell and he cannot afford that small cell. И он очень страдает, монах, потому что он знает, что ему нужна маленькая, очень маленькая комната, но и не может себе позволить. So, when we are talking about greed, not only people who need more material things. Когда мы разговариваем о жадности, это жадность подразумевает не только люди, которым нужно больше. But people who want the smaller things and less things also greed in their mind. Но люди, которые хотят меньше, что-то поменьше, у них тот же самая жадность в их разуме. So many people, they are very rich and they are suffer because they don't know. I'm very suffer because I have a lot of money. Многие богатые люди, они страдают от того, что они богаты, и говорят: ой, я такой бедный, несчастный, потому что такой богатый. I have very big house. У меня очень большой дом. I have very many cars. I have many properties. У меня много собственности, много машин. I am very suffer because what I want a very small one in the village, but I cannot. И я очень страдаю, потому что я хочу очень маленькую домик в деревне, но я не могу себе это позволить. I want to sell everything and go to the forest and practice as a monk. Я хочу продать все свою собственность и уйти в лес и стать I want to go to taiga. Я хочу уйти в тайгу. I want to go to Siberia. Я хочу уйти в Сибирь. Very deep forest and no people, no bears, no animals, no water, nothing. I really want these conditions, but I cannot afford. Что я хочу, да, уйти подальше от людей в лес, но я не могу это себе позволить. In Buddhism we call greed. В буддизме мы называем это жадность. What you want and you cannot accomplish and you cannot fulfill your wants, we call greed in Buddhism. You have less and you want more, or you have more and you want less, are the same things. Если у вас много, а вы хотите мало, или у вас мало, вы хотите много получить, больше, да? Это то же самое, разницы никакой нету. So I want to make you to understand. Я хочу, чтобы вы поняли. When we are talking Когда мы говорим about greed, о жадности, not only because in Russian society, when you have less,
you hate rich people. You hate rich people. Когда в When России, you are poor, you hate rich когда у people. вас мало денег, когда вы бедные, вы ненавидите богатых людей. And when you are rich, sometimes you want to escape from the society. И когда вы богаты, вы хотите убежать от общества. I want to make you to understand. Я хочу, чтобы вы заставить вас понять. It doesn't matter you have many properties and you have lots of monies and you have many big houses and very big business, or you don't have everything. But please satisfy what you have. Пожалуйста, как бы радуйтесь тому, что вы имеете. Не нужно хотеть больше или меньше. Наслаждайтесь тем, что у вас есть. So, in Buddhism, we call samachivita. Samachivita, that means self-sufficiency. Самачивита, это значит, то есть, что хватает, не хватает всего. Самадататашность. Достаточность, да. Self-sufficiency is very important in the life of human beings. Самодостаточность очень важна для жизни человека. When we are talking about wealth, rich, to be a rich person, Когда мы говорим о богатстве, о том, чтобы быть богатым человеком, what kind of wealth in your life? какой тип богатства в вашей жизни? So the Buddha submit you to understand the concept of self-sufficiency. Поэтому Будда вот, предложил вам концепцию самодостаточности. Self-sufficiency is one of the most important things in the life of human beings. Одна из самых важных вещей в жизни человека. So the second, Второе это. the first one is greed or wants, Первое это жадность, то есть and the желание. second is the dosa in Pali language. In English we call hatred. Второе это ненависть. Hatred. Religion is the one of the reason Ненависть это одна из причин. of the hatred. Одна из причин ненависти это Religion. религия, да. Why religions are the problems or the origin of the hatred? Почему религия это проблема? Почему религия порождает ненависть? You see that people around the world are fighting and killing each other because of the hatred originated from religions. Видите, как по всему миру люди убивают друг друга из-за ненависти, которая происходит из-за религии. In Israel, people kill each other already 3,000 years. В Израиле, например, люди убивают друг друга уже 3000-4000 лет. And they are continuing killing each other. И они продолжают убивать друг друга. And everyone said that И в каждой is the sacred place of my religion. это святое место моей религии. One place, Одно место, 3 religions, 3 религии. and they kill each other, И они убивают друг друга. they beat each other. Они бьют друг друга. When they gather together, they beat each other. Когда они собираются вместе, они бьют и убивают друг друга. But we are very spiritual people. Но мы очень духовные люди. I want to save the sacred place of my Я religion. хочу спасти святое место моей религии. I have to save my God. Я должен спасти моего Бога. It's very strange. Это очень странно. Buddhists Буддизм. from Thailand, Буддисты из Таиланда. Buddhists from Burma. Буддисты из Бирмы. 400 years ago, 500 years ago, they kill each other. 400-500 лет назад они убивали друг друга. Burmese people came to Thailand Бирманский народ to burn the Thai monasteries, many thousand Thai monasteries. вторгся, напал на Таиланд, чтобы сжечь тайские монастыри, много монастырей. And they took a lot of golden Buddha. Они забрали очень много золотых Будд.
And they brought back those gold, tons of gold back to Burma. И они забрали вот эти тонны золота обратно в Бирму. The golden Buddha in Thailand, Золотой Будда in Siam, в Таиланде, в Сиаме. they brought to Burma to make a new statue of the Buddha. Они забрали эту золотую статую Будды, привезли в Бирму, чтобы сделать новую статую Будды для себя. Your Buddhism is not so good. My Buddhism is better. Твой буддизм не хороший, мой буддизм лучше. I don't like your Buddha. My Buddha is more beautiful. Я не люблю твоего Будду, мой Будда, он более красивый. Thai Buddha is not very beautiful compared to Burmese Buddha. Тайский Будда, он некрасив по сравнению с бирманским Буддой. And Burmese Buddhism is cleaner and better than Thai Buddhism. И бирманский буддизм, он лучше и чище, чем тайский буддизм. Okay, we are Buddhists. Хорошо. Our Buddhism is better, so we have to burn your temple. Мы буддисты, наш буддизм лучше, поэтому мы должны сжечь ваши храмы. We have to take every gram of gold from your temple back to Burma. Мы должны забрать каждый грамм золота из ваших храмов назад к себе в Бирму. And they did like this for many hundred years. И они делали это на протяжении многих сотен лет. So even the same religion, people kill each other because of wrong views and hatred. И даже в рамках одной религии мы видим, что люди убивают друг друга очень часто именно из-за ненависти. So, what's happened in the world nowadays? Что происходит в мире сейчас? People are killing because of religion. Люди убивают из религии. What is happening in Iraq and Syria? You see. Что происходит в Ираке и Сирии? Посмотрите. What is happening in Israel nowadays? Что происходит в наши дни в Израиле? What is happening in Indonesia, in Thailand? Что происходит сегодня в Таиланде и в Индонезии? So I want you to understand that. Так я хочу, чтобы вы поняли. Your defilements of the human beings is the hatred. It's the second defilement in your одно mind. из качеств людей, как бы, да, загрязнение, это ненависть. And the third one, moha. What is moha? Moha is delusion. И следующее это моха, то есть это delusion. Это как бы Делюзия, то есть неправильное понимание. Yes. Delusion is the. I can translate delusion in the other explanation is the stupidity in your mind. То есть в другом объяснении делюзия, неправильное понимание, это глупость вашего ума, тупость вашего ума. Not stupid, but glupus. Глупость. The difference between glupus and tupus is different. The big difference. Please don't confuse. Между глупостью и тупостью, пожалуйста, не смешивайте. You can become a very clever man. Вы можете стать очень умным человеком. But you are very stupid, clever man. Но вы очень глупый, очень тупой, умный человек, да? Очень глупый, умный человек. Why? Почему? You have very high education. У вас очень хорошее образование. You graduated from the very famous university. Вы закончили знаменитый университет. But you have a very wrong conceptual idea of your living. Но у вас очень неправильная концептуальная идея вашего существования. Moha is the when people have the wrong concept of life. Когда у людей неправильная концепция жизни. That means they start from the wrong starting point. Это значит, что они начинают с неправильного стартовой позиции. So the stupidity in your mind, very stupid behavior, very stupid characters, very stupid manners, we call delusion in Buddhism.
Поэтому глупость вашего ума, очень глупые поступки, очень глупые мысли, мы называем это делюзия. The next one, Следующее это we call in Pali or Sanskrit, mana. на пальцах видите, мы называем это мана. Mana that means conceit, Мана это гордыня. да, гордыня. Гордыня, conceit in English. People say that Люди говорят, что I don't have the material interest. у меня нет материальных интересов. I don't need money. Не нужны деньги. I don't need a big house. Мне нужен большой дом. But I am very clever. Но я очень умный. I know everything. Я знаю все. I live in a monastery and you don't know anything. И ты живешь в монастыре, и ты ничего не знаешь. I'm better. Я лучше. I'm better. Better than everyone. Я лучше, чем кто-либо другой. Я лучше всех. I'm the better monk. Я лучший монах. I'm the better scientist. Я лучший ученый. I'm the better manager. Я лучший менеджер. I'm the better driver. Я лучший водитель. I'm the better alligator. Я лучший аллигатор. Sorry? Alligator? Alligator. Crocodile. Крокодил, да. Лучший крокодил. So you always think that you are better. То есть вы постоянно думаете, что вы лучше. And nobody can touch you because you have a very big conceit. И никто не может прикоснуться к вам, потому что у вас большая гордыня. So the conceit has not only in the normal people, even people who have a very long meditation and spiritual practices in the monastery. То есть гордыня присутствует не только у обычных людей, но даже у монахов, у людей, которые практикуют медитацию в монастыре. So please check and take a look at your mind. Пожалуйста, проверьте ваш разум и посмотрите, есть ли у вас гордыня. When I did some things, I always ask people the opinion what I did. Когда я что делал, я все время спрашивал людей об их мнении, о моих действиях. And it's very difficult for many people to accept the criticism of others. Для многих людей очень сложно принять критику других. So when you study Buddhism and Buddhist philosophy, you have to accept the criticism. Когда вы изучаете буддизм, буддийскую философию, вы должны научиться принимать критику. If you have to open your mind, if you cannot accept the criticism, it's very difficult to clean your mind. Когда вы не можете принимать критику, это очень сложно становится очистить ваш разум. So the next one is the titti or wrong view. Следующее это неправильное видение. Wrong view does mean many people say that God is not exit. Неправильное видение, например, как пример, многие люди говорят, что Бога не существует. Or some people say only one thing, that they have only one standpoint, that God is not exit. То есть многие люди говорят, что у нас только одно мировоззрение, это то, что Бога нет. And the other person said that God is exit. А другой человек говорит, что Бог ушел. Выход. Exist. Вышел. Существует. Все. So some people say that Люди говорят, что God is not exist. что Бог не существует. And the people say, the other person say that God is exists. А другой человек говорит, что Бог существует. Conflict. Конфликт между ними. So there is no single concept in the world is correct.
Не существует ни единой концепции в мире, которая полностью правильна. Everything is depend on the uncertainty of the nature. Все зависит от законов природы. Нет. In the world, if you understand the Buddhist philosophy, Если вы понимаете буддийскую философию, то you have to understand that everything вы должны понимать, что все is not the absolute. не абсолютно. There is no absolute concept in the world. Нет абсолютно правильной концепции в этом мире. The only single concept that's correct in the world that everything is changing. Единственная правильная концепция в этом мире — это о том, что все меняется. Is the only single right concept in the world. Это единственная правильная концепция в мире. So you have to understand that the wrong view is the defilement in every religion. Вы должны понимать, что неправильное видение — это загрязнение в любой религии. Not only in Buddhism, in Christianity, in other Не religions. только в буддизме, и в христианстве, например, то же самое. And the next one, vichikiccha, doubt, or uncertainty. Следующее — это неуверенность. Doubt or uncertainty is make people to confuse all the times. Это концепция Many questions. заставляет людей как бы в замешательстве. Много вопросов возникает. Many questions all the times. Все время много вопросов. And after that, people can become crazy. И после этого люди могут сойти с ума. To understand what is the reality, to understand what is the truthfulness. Чтобы понять, что такое реальность, что такое правдивость, правильное понимание, No need to think too much. не нужно много думать. I will tell you the one thing, the story about the disciples of the Buddha. Я расскажу вам одну историю об учениках Будды. They are the left hand and right hand disciples of the Buddha. Есть как бы левши и правши, да? Ученик Будды. Ученик Будды слева и справа. Да, правая рука и левая рука. Правая рука, да, и левая рука. And okay, the right wing disciple of the Buddha, right hand disciple of the Buddha called Sariputta. Сарипутта — это правая рука Будды. And Moggallana is the left hand А Махалана — disciple. это левая рука. Moggallana is very decisive person. А Махалана He make a decision. He listen the teaching of the Buddha, он очень решительный человек. analyze and make decision. Он слушает учение Будды и тут же принимает решение. Very clear, make very clear Он принимает очень четкие решения. and precise decision what the Buddha И said. точные решения о том, что говорил Будда. Very precise decision. Очень точные решения. And Sariputta very wise and very clever, very confusive И Сарипутта очень умный, очень мудрый. and very confused. Но у него постоянно мешанина в голове. Sariputta get the enlightenment on the what day, Ajahn? And the third day. Сарипутта получил просветление на No. Moggallana ตรัสรู้วันที่เท่าไหร่ ทำงั้น8 วันหลังจากบวช8 วัน Only the 8 days, the eighth day after the becoming a monk. Только на 8-й день после того, как стал монахом, Sariputta. 15 วัน Sariputta. Only the 15 days after the becoming a monk. а Сарипутта на 15-й день после того, как стал монахом. People have the question. Людей сразу вопрос. Sariputta is very clever man, Сарипутта очень умный человек. but he got enlightenment only on the 15th day after listening the teaching of the Buddha. Но он получил просветление только на 15-й день после того, как слушал учение Будды. Moggallana Мукалана, is not very clever. он не умный. What the Buddha said, he understand
and no need to analyze too much. Он сразу понял то, что о чем говорил Будда, и нет необходимости долго анализировать. Because the Buddha is already the great teacher. Потому что Будда уже великий учитель. Buddha said, Будда сказал, he listened, он услышал, analyzed, анализировал. only 3 times. Только 3 раза. But Sariputra analyzed for 15 times. Но Сарипутра анализировал в 15 раз, да? Yes. And from the history about the disciples of the Buddha is always like this. И из истории учеников Будды всегда вот то же самое, похожая история. The younger brother of the Buddha, Ananda. Младший брат Будды Ананда. Younger brother of the Buddha, he listened every teaching of the Buddha. Он прослушал все учения Будды. He learned the teachings of the Buddha word by word. Он выучил учение Будды слово в слово наизусть. It's very funny. Это очень смешно. He didn't get enlightenment. Он не получил просветления. He got enlightenment only the third month after the death of the Buddha. Он получил просветление только через месяц после смерти Будды. 3 months after the cremation of the Buddha. 3 месяца после кремации Будды. Remember every word. Он слово в слово все выучил. So you know too much. То есть вы знаете слишком много. But what you know is not the information to make you to get enlightenment. Но то, что вы знаете, то эта информация никак не поможет вам получить просветление. To make you to confuse. Оно лишь только собьет вас с пути, то есть замутит ваш разум. Okay, you go back to your house. Today is the third day. Вы возвращаетесь в ваш дом. Сегодня первый день. Turn on your television and TV. Включите НТВ. And Muravjov, disputation, dispute. И диспут с Muravjov. Соловьев, да. It's very funny. So many information. Очень смешно, столько много информации. Many very clever people. Очень много очень умных людей. From different university and institutes Из in разных Russia. университетов, институтов в России. From Moscow University, from MKIMO, from St. Petersburg University. Из МГУ, из МГИМО. From very famous university and institute. Из очень знаменитых университетов, институтов. I turned off the television. Я выключаю телевизор. I so confused. Просто у меня мешанина в голове. I so confused, but I like it. Но мне это нравится. But not those information for the enlightenment. Но эта информация не поможет вам получить просветление. You run to the metro in the early morning. Вы бежите в метро ранним утром. And they give you the newspaper, metro. И они дают вам газету «Метро». You read every day this newspaper. Вы каждый день читаете эту газету. I read already 12 years at least. Я уже читаю ее на протяжении 12 лет. There is no even one short phrase that give me the enlightenment. И в этой газете нет ни единой, даже короткой фразы, которая могла бы получить просветление. Because the enlightenment is in your mind, in your head. Просветление в вашей голове, в вашем разуме. So, Vichikicha, that means confused information, will make you to empower your doubt and your uncertainty. То есть это значит, что слишком много информации лишь приведет к мешанине, к беспорядку и в вашей голове. The next one. Приведет к неопределенности, то есть неуверенности. The next one in Pali and Sanskrit language we call tina, slot, уныние. Да, то есть следующее на санскрите это уныние. Slot is very important because every day we gain, we lose
Это очень важно, потому что каждый день мы получаем, мы теряем, получаем, теряем. To gain and to lose is the rules of the nature. Получение и потери – это закон природы. To love and to lose your love is the rule of the nature. Например, любить и потерять вашу любовь – это закон To природы. gain and to lose, to gain, to lose, to lose and to gain. Получение, потери, потери, получение и так далее постоянно. When you lose, people have the slot. Когда вы теряете, то у людей уныние. You cannot back to the past. Вы не можете вернуться в прошлое. You cannot change the past. Вы не можете изменить прошлое. When you lose, you cannot back to the past. Когда вы теряете, вы не можете вернуться в прошлое. You sit. You are sitting at home and think that Вы сидите дома и вы думаете, if I didn't give money to my friends, если бы не раздал деньги своим друзьям, I have at least many million rubles. у меня было бы сейчас много миллионов рублей. You think about this every day. И ты думаешь об этом каждый день. Can you change the past? Вы можете поменять What прошлое. is already happened in the past, you cannot change. То, что уже случилось, вы уже не можете это поменять. Вы не можете изменить прошлое. Another person thinks that if I had 10 million rubles, I want to start my business. I will get a lot of profits and incomes. А другой человек сидит и думает, если бы у меня сейчас было 10 миллионов рублей, я бы начал собственный бизнес, у меня были бы большие доходы. I think it's better to go to the bathroom and wash your face. Я думаю, лучше всего в такой ситуации сходить в ванну и помыть лицо. To clean up your teeth. И почистить зубы. To make a shower. И принять душ. To open your refrigerator. И открыть ваш холодильник. And eat a little bit before sleeping. И покушать немножко перед сном. What you want to change the past, and your imagination about the future. Зачем ты хочешь изменить прошлое? And imagination и твое воображение, about the future. Твоя фантазия насчет будущего. At the moment. То, что важно, то, что происходит в данный момент, важно настоящее. It's the most important thing. Самое важное в мире это настоящее. To think about the past, what you can change. Думать о прошлом, о том, что вы там изменили бы. And imagine about the future. И фантазируя о будущем, чего еще нет. So, I would like you to be very happy. Я хочу, чтобы вы были очень счастливы. With a very temporary moment. В этот временный момент, в этот временный настоящий момент будьте счастливы. So, the slot is the defilement in every religion. Уныние это загрязнение в любой религии. Not only in Buddhism. Не только в I буддизме. really believe in the other religion also. Я также верю It's the sin in those Я religions. также верю, что в других религиях это тоже уныние, огромный грех. It's the sin, not only the defilements, but it's the sin. Это не только загрязнение, это еще и грех. When you lose and you feel very unhappy, it's the sin. Когда вы потеряли, вы чувствуете себя очень несчастным, и это грех. When your beloved one left you and you feel very upset and think about the past, it's the sin. Not only in Buddhism, but in every religion. Когда ваш возлюбленный вас покинул, или вы думаете о прошлом, о том, чтобы изменить, это грех. Sin. Грех. So forget about the past. То есть забудьте о прошлом. And don't think about the future too much. И не думайте о будущем. Do it now. What you can do. Сделайте то, что вы можете сделать сейчас. I will do it now. Я сделаю это сейчас. What you can do at the moment, you have to do it now. То, что вы можете сделать в данный момент, делайте это сейчас. Okay, my experience. Мой собственный опыт. 2 or 3 weeks. 2 или 3 недели. I feel very unhappy. Я чувствовал себя очень When несчастным. I look around my house, Budddhavihara, Когда я ходил вокруг Буддавихары, своего дома. because everywhere grass
are growing higher every Потому что day. везде на участке трава растет и растет выше и выше каждый день. And yesterday I decided to cut И all вчера grass around my я house. решил постричь всю траву на своем участке. Every straw Каждый стебелек, каждое растение решил подстричь. around my house I will cut. Я все подстригу. And I was very happy yesterday. И вчера я был очень счастлив. And the origin of my unhappy feelings is grass. Those growing higher every day around my house. И, то есть причина моего ощущения, то, что я чувствовал себя несчастным, это вот эта вот растущая трава на моем участке. So yesterday, 4 hours I cut out То есть вчера часами almost every straw about my я house. косил траву, я скосил каждый стебелек. I will not sit for more 3 weeks and the summer finish. And if you are very unhappy, 1 more month. Вы потом будете, если вы будете I will чувствовать... not. Я не буду чувствовать себя несчастным больше, потому что скоро лето закончится, через 3 недели. Just do it now. At the moment, don't think next week. И не думайте о будущем, не думайте о следующей неделе, просто сделайте это сейчас. After the meditation retreat, I will cut every straw После about my ретрита, house. после медитации я подстригу участок, я скошу всю траву. So it's very important to do it now. То есть очень важно сделать это сейчас. And there are many things that I cannot do at the moment, but you have to do day by day. Есть много вещей, которые вы не можете сделать сейчас, но вы должны это сделать день за днем. Hour by hour, minute by minute. Минута за минутой, час за часом. I decided to study Pali language. Я решил начать изучать язык пали. I wanted to study Pali language 10 years ago after my graduation, doctor degree. Я хотел начать изучать язык пали 10 лет назад, после того, как я закончил свою докторскую диссертацию. And I think, okay, this year I will start. Я думаю, хорошо, в этом году я начну. Tomorrow I will start. Завтра я начну. Next week I will В start. следующей неделе я начну. Next year I will start. В следующем году начну. 10 years already. Уже 10 лет прошло. 10 years. 10 лет. Crazy. 10 years. Путешествие, 10 лет. И So, procrastination is a big thief of your time. Procrastination. то есть откладывание, да? А когда вы что откладываете, это огромный вор вашего времени. Procrastination of your life. Это откладывание вашей жизни. Procrastination of your life is the big thief of your life. Откладывание вашей жизни – это огромное воровство вашей жизни. So don't think that I will do it tomorrow. Поэтому не думайте, я сделаю это завтра. I will do it now. I will do it now. Я сделаю это сейчас. I will meditate now. Я буду медитировать сейчас. I will cook now. I will clean up my house now. Я буду готовить еду сейчас. Я буду убирать свой дом сейчас. I have to pay for my house now, Я должен for electricity, for telephone, for заплатить internet. Now I will do it за today. интернет, за телевидение, за электричество в своем доме сейчас. So everything should do it now. То есть все нужно сделать сейчас. Don't wait. Не ждите, не ждите. And don't think about the past. И не думайте о будущем. Don't think about what you lost already. Не думайте о том, что вы уже потеряли. Don't think what you cannot change. Не думайте о том, что вы не можете изменить. And don't think about the future that's not happening yet. И не думайте о будущем, которое еще не наступило. Do it now. What you can do today. Сделайте сейчас, сегодня, то, что вы можете сделать сегодня. So, unanya in every religion is the sin. Поэтому в каждой религии уныние – это грех. I hope you understand me. И надеюсь, вы меня поняли. The next one, utarsha. Utarsha, that means restlessness, rastlessness. Рассеянность, да. Rastlessness is one of the sin in Buddhism. Это один из грехов в буддизме. Rastlessness. So you have to meditate. Поэтому Just sit. нужно сидеть и медитировать. Can you sit Ты можете посидеть, without thinking anything sometimes? ничего не думая, без мыслей никаких.
Can you sit and take a rest? Ты можешь просто сесть и отдохнуть, Can you relax? расслабиться. So there are two kinds of meditation in Buddhism. Поэтому есть два вида медитации в буддизме. Meditation for relaxation. Медитация для релаксации, для расслабления. Meditation to calm down your mind. И медитация, чтобы успокоить ваш ум. To calm down. Успокоиться. To peace down your mind. Чтобы привести ваш... Can you peace down your mind? Sometimes. Peace. Умиротворить ваш разум. Peace down, to calm down your mind is very important. Умиротворение, успокоение вашего разума — это очень важно. The second meditation is meditation. Вторая медитация — это медитация. Meditation of we call vipassana meditation. Мы называем это випассана. To clean up your mind. Чтобы очистить ваш разум. Through the understandings. Через понимание. So meditation for relaxation and to peace down your mind, to calm down your mind is the first kind of meditation in Buddhism. Первый вид медитации в буддизме — это медитация для расслабления, для умиротворения вашего разума. And the second meditation, а вторая медитация we call vipassana meditation. Випассана медитация. To understand the truthfulness. Чтобы понять истину. What is has in the right way, we call vipassana meditation. Да, то есть что правильно, правильный путь. And the next one, следующее это we call shamelessness. Aririka, shamelessness. То есть бесстыдство. Why? You have to feel very shameful to yourself. Иногда вам приходится чувствовать большой стыд по отношению к самому себе. Not to be very shameful in front of people and community. Не перед людьми, не перед обществом людей. To be shameful, that means you have to fulfill the morality in the. When we are talking about this, that means you have to be very careful with. Когда мы это говорим, значит, about the 10 commandments in Christianity. Вы должны быть очень внимательны, осторожны насчет 10 заповедей в христианстве. And 5 precepts in Buddhism. И 5 заповедей в буддизме. I think that's enough. Я думаю, что этого достаточно. Я думаю, что этого достаточно. Airika or shamelessness, that means you have to be afraid of the bad karmas, what you did, what you are doing. Бесстыдство — это значит, что вы должны бояться плохой каммы, то, что вы плохого сделали. To be afraid of your killing. То есть вы бояться убивать. What you are stealing. Бояться воровства. What you are doing. According to the family life. Того, что вы делаете в семейной жизни, тоже бояться. And about your speech, you have to be very careful with your speech. И вы должны быть очень осторожны о вашей речи, о том, что вы говорите. And you have to stop abusing alcoholic drinks. И вы должны прекратить использовать алкоголь, пить алкоголь и использовать наркотики. Okay, the last one, anottapa, that means people we don't afraid of the results of the karma. Это значит, что люди не боятся. The 10th one, the last Последнее, one. 10-е, это то, что люди не боятся результатов каммы. Karma is the main concept, one of the main concepts of Buddhist teaching. Главных концепций в буддизме, учении буддизма. You have to read what is karma in Buddhism in internet. Вам нужно прочитать в интернете, что значит камма в буддизме. Because I don't have time to explain. Потому что у меня нет времени, чтобы объяснить. So the internet is a big teacher for you. Поэтому интернет — это большой учитель для вас. But they may confuse. Okay, I want Можете запутаться. to tell you one thing. Я хочу сказать вам кое-что.
good thought Хорошая мысль. Хорошая мысль. is a good or bad karma. Это хорошая или плохая карма? The stereotype when we said about the good thoughts, people think that is the Стереотип, good когда мы karma. говорим о хорошей мысли, это значит хорошая карма. I looked to the opposite house of the gypsy house. Я посмотрел на дом напротив моего дома, на цыганский дом. I want to clean up the territory of the gypsy house. Я хочу убрать весь мусор из цыганского дома. Просто убрать цыганский At the дом. midnight, when they are sleeping already. И в полночь, когда мы уже спим, When they are когда они sleeping. спят. Very good idea. Это очень хорошая идея. But it's bad karma. Но это плохая карма. To cook jam Для того, чтобы приготовить варенье. is a very good karma. Это хорошая карма. But not the plum fruit from your garden, the fruit from the garden of your neighbors. Но не из фруктов, сделано не из фруктов, которые вы украли в саду вашего соседа. Забрали его. To cook the jam is a good idea. Хорошо, это хорошая идея приготовить варенье. So, what is the right karma? You have to think. When we are talking about karmas, I want to tell you in detail because it's very Когда мы говорим complicated. о карме, я хочу вам рассказать в деталях, что это очень сложная концепция. In Buddhism, we have 12 types of karmas. В буддизме у нас 12 типов каммы. That I have to tell you, explain you in detail. Поэтому я должен вам объяснить в деталях. In 5 minutes, I cannot explain and finish my explanation. За 5 минут я не могу закончить объяснение. If you want to listen, what is the karmas in Buddhism? Если вы хотите услышать, что такое камма в буддизме, Please come to the lecture пожалуйста, приходите на лекцию next week. в следующую неделю. The Buddha said, Будда сказал: Kamma pantu, karma ваша род. Karma это ваш род. Как на род? Род? Род. R-O-D. Род. Ага. Karma made you to be born what you have at the moment. То есть карма заставила вас родиться. Заставила вас таким быть, каким вы сейчас Да, есть. таким, каким вы есть, да. You are the result of your karmas. Вы результат вашей кармы. Look at yourself. Посмотрите на себя. Go back to the mirror today before sleeping. Look at Вернитесь к yourself. зеркалу, посмотрите на себя перед сном. Karma. Это ваша карма. Before sleeping. Karma. Вы — это ваша карма. Because karma is the origin of your birth. Потому что карма — это причина вашего рождения. Karma pantu. And the second, karma thayato. Третье — второе — это карма таято. Karma tayato, that means karma are your children. Это карма ваших детей. Karma is the result what you did. Карма — это результат того, что вы сделали. You are the children of your parents. Вы дети ваших родителей. Your children, you are the parent of your children. Вы родители ваших детей. Karma это гены. Карма, да. Карма — это ваши гены. Not only the birthplace, what you have. Не только, How many money, how much money you have. место вашего рождения, где вы родились, сколько денег у вас. So, children, parents, ancestors, То есть and дети, your родители, grandchildren, ваши правнуки, внуки, ваши предки. is very, very connected. Это все To each other. взаимосвязано между собой. Related each other. Это все связано. Это All peoples from your family, from your families, you have karmic relation.
То есть все члены вашей семьи, все ваши родственники, они связаны между собой кармическими отношениями. Karma tayato. Карма таято. The next one. Следующее это Karma yoni. кама йони. Yoni. Yoni is the women's sexual organ in Pali language. Йони. Yoni. Йони это женский половой орган на языке пали. Karma yoni. I don't want to explain. Я не хочу объяснять, что такое карма йони. What kind of your parents is your karma? То есть ваши родители это ваша карма. Какие у вас есть родители, это ваша карма. Yoni, that means the origin of your life. Йони значит результат вашего рождения. The thing that gave you, Причина вашего рождения это вещь, которая дала вам родиться на свет. those things which give you to be born, we call karma yoni. То есть это вещь, которая позволяет вам родиться на свет, называем кама йони. And what you have, the relation and the connection to your parents, we call karma yoni. И то, что у вас есть ваши связи с вашими родителями, это кама йони. Karma patisarano. Кама патисарано. Karma is your roof, Карма это ваша крыша, is your protection, это ваша защита, is your severe, that save you. это ваша карма, это ваше спасение, ваш спаситель. Why I say that the karma is your severe? Почему я сказал, что карма это ваш спаситель? Nobody can protect you, even God, Buddha, Jesus Christ, except your own karmas. Никто не сможет защитить вас, ни Бог, ни Иисус Христос, кроме вашей кармы. So, what you are doing, what you are thinking, what you are speaking, То, что вы делаете, то, что вы думаете, то, о чем вы говорите, they belong to you. это вам принадлежит, это ваше. They belong to you. And the Buddha said the last things, kammasakata. И последнее Будда сказал, камакасай. Every single individual person have their own karmas. Что каждый человек в этом мире имеет свою собственную карму. Individual. Каждый индивидуальный, индивид. Is very individual things. У него свои индивидуальные вещи. The karma is very individual for everyone. Карма, она очень индивидуальна для каждого. For each one, for everyone, the karma is very individual and very privacy. Для каждого человека карма, она очень индивидуальна, она очень личная. Но if I kill someone, если я убью кого-нибудь, I kill a man, я убью человека, and I say that you are my father take a half, 50% of my sin. и мой отец, он примет на себя половину моего греха. Even you want to give 50% of your sin to your father, to your mother, you cannot do. Даже если вы, допустим, захотите отдать половину вашего греха вашему матери, вашему отцу, вы не сможете. About the bad karmas. We are talking about the bad Мы говорим karmas. сейчас о плохой карме. Но when I do some things very good, Когда я что-то делаю, что-то хорошее, очень хорошее. when I am going to do or I am doing a good karmas, Когда я делаю хорошую карму, I can give to my parents. я могу отдать ее своим родителям. I can give the good karmas, the result, Я могу отдать результат хорошей кармы, the fruit of my good karmas to my children. фрукт, плод моей хорошей кармы моим детям. Is the wonderful things. Это прекрасная вещь. The sin, what you did, you cannot give to your close people. Грех, который вы совершили, вы его не можете передать вашим родственникам. But the good karma, what you are doing and what you did, you can give
you can give to your parents Но or хор- your но- close people. Но хорошую карму вы можете отдать своим родственникам, поделиться этой хорошей кармой с вашими Even you can родителями. give to any sentient beings, Вы можете отдать, поделиться хорошей кармой с любым человеком, существом. существом. So, please, if you can do, Пожалуйста, если вы можете сделать, don't kill, не убивайте, don't steal, не крадите, don't rob, не грабьте, don't break the family of others, не разрушайте чужие семьи, don't speak or don't say the wrong speeches, не говорите неправильные вещи, don't say very bitter words, не говорите очень горькие, плохие, нехорошие слова, don't gossip people, не сплетничайте, don't say very many empty words, не говорите пустые слова, don't have the very long tongue. не имейте длинный язык. Very long tongue, that means you like to say, to criticize. Just Очень say, длинный язык, значит, что вы любите criticize, критиковать, talking. And болтать. you said it's not the gossip. Вы говорите, это не сплетня. I just say the story. Я просто рассказал историю. I'm saying the right things. Я говорю I'm правильные saying the вещи. fact. Я говорю про факты. And I don't have the long tongue. У меня нет, Just say the fact. у меня длинного языка нету. Я просто говорю факты. It's a logic in your for yourself. It's a logic. Это логика для вас самого. Can you sit and keep calm and control? Don't say false Присядьте, speeches. да, присядьте, успокойтесь, умиротворите ваш разум и не говорите неправильные речи. Why people ask me, Ajahn Chachri, you sit, look very sad, and you Люди, didn't say anything. люди мне говорят, Аджан Чатри, вы сидите, вы выглядите очень печально, грустно, и вы ничего не говорите. I told people, Я говорю людям, you want to listen what I have in my mind, вы, that I want to say. вы хотите послушать, что у меня в уме, в моем разуме, В голове. в моей голове, вы хотите, чтобы я это все рассказал? War. Война. Война? I want to kill everyone. Я хочу убить всех. It's better to keep silence. Тогда это лучше хранить молчание. I want to kill my dog. I want to kill my cat. Я хочу убить свою собаку, свою кошку. I want to kill my neighbors. Я хочу убить своих соседей. I want to kill every Uzbek. Я хочу убить каждого узбека. I want to kill my disciples. I want to kill myself. Убить своих учеников, убить самого себя. Please let me be in silence. Пожалуйста, разрешите мне хранить молчание. So it's very important to be in silence. Поэтому очень важно хранить молчание. To be in silence sometimes. Что молчать. Don't say. Не говорить ничего. Please be careful with your karmas. Пожалуйста, будьте осторожны с вашей кармой. Be careful. Будь очень осторожны. Your properties Ваша that собственность, you will get которую вы sooner or получите, later рано или поздно вы получите. is the result Это of результат your karmas. вашей кармы. So the Buddha said that it's better to keep silence. Поэтому Будда сказал, что лучше хранить молчание. Be careful. And the fifth one, the last one. И пятое, последнее. I know that some people are smoking Я here. знаю, что некоторые из вас курят. And I am living in the village Я живу в деревне, where every day I saw very young children. They are the courier of the drugs. и я каждый день вижу, как маленькие дети, они наркокурьеры. Every day, Каждый from день my windows. я Every day. вижу из своих окон, At least 10 times a day. по крайней мере, 10 раз в день. Cars come and go. Cars. Машины приезжают and go. И уезжают. Comes
comes and go, comes and go, comes and go. Приезжают, уезжают, приезжают, уезжают. I feel very upset. Я очень расстроена этим. As children like 5 years old Как or 10 5-летние, years old, 10-летние дети. they hand over drugs to the buyer. Они передают наркотики покупателям. I'm leaving. I opened my house. I bought a gypsy house. Я как бы купил цыганский дом, да? Yes, I bought a gypsy house, and I opened at the Buddhist center. Я открыл буддийский центр в цыганском доме. Many thousand people meditated in my house. Много тысяч людей медитировали в моем доме. 3 or 4 gypsy house opposite 3 или 4 цыганских дома напротив моего дома are still selling drugs. Все еще продают наркотики. Gypsy house, former gypsy house, Бывший цыганский дом transferred to the Buddhist center. превратился в буддийский центр. Many thousand or already 10,000 people at least meditated in my house. Многие тысячи, может уже 10 тысяч человек примерно медитировали в моем We доме. have already 227 meditation retreats in Buddavikara. У нас уже было 227 ретритов проведено. And every meditation retreat, at least 20 or 30 or 40 people И came. каждый ретрит приезжало по меньшей мере 20, 30 или 40 человек. But Но opposite to my house, напротив моего дома big business. большой бизнес. Every day, Каждый день. I'm feeling very sad. И я очень опечален этим. Why don't you go to police? Very clever question. Я спросила Аджана, почему вы не пойдете в полицию? Yeah, Аджан сказал, это очень умный вопрос. yeah. You are very clever. Сказал, I want to live in Russia more. Он сказал, я хочу пожить еще в России. Is the answer. Это вопрос, это ответ. And you ask me this kind of question. Вы спрашиваете Very clever question. очень умный вопрос. But I don't want to die. Но я не хочу умирать. So sometimes we have to believe Иногда мы должны верить in the rules of karmas. в правила каммы. You believe or you don't believe. Вы верите или вы не закона, или вы верите, или вы не верите. I cannot control you. Я не могу вас контролировать. It depends on your own decision. Это зависит от ваших собственных решений. You understand me? Понимаете? Okay, I finished my lecture. Я закончил свою лекцию. I asked my teacher. He is the friend of my teacher. Я спросил, And now he is my teacher already because I am learning Pali language. он with друг him. моего учителя, он уже мой учитель, потому что я учусь от него языку Пали. The language of the Buddha teaching. Язык Будды. And he want to say something about Maranasati. И он хочет The сказать, teaching about to prepare, about how to be ready to think about it. и он хочет сказать, что вам о том, как подготовить себя к мысли о смерти. Not many long minutes, but I think it will be very useful for you. Это не так долго, но это будет для вас очень полезно. Да, я поговорю сейчас вот о том, как подготовиться к мысли о смерти. เกี่ยวกับความตายพอดีในฐานะพุทธเราถือว่าเป็นสิ่งที่ควรระลึกถึง Он говорит, что смерть это тема, которую каждый человек надо каждый день думать. Каждый день думать, каждый секунд думать. บางคนพอพูดถึงความตายแล้วกลัว Большинство людей, когда мы говорим о смерти, страх или боится. แต่ถือว่าการนึกถึงความตายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวพุทธเรา
Но человек, который изучает буддийскую философию, это часто благополучие, когда говорит и думает о смерти. มาพูดนึกถึงความตายแล้วเราจะทำให้เราไม่ประมาทในชีวิต Почему мы должны думать о смерти каждый день, что мы будем жить, говорить и думать аккуратнее, аккуратно жить. เรียกว่าทำทุกอย่างด้วยความไม่ประมาท Вы должны делать, да, вам надо жить аккуратно, เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าวันไหนเราจะตาย потому что мы не знаем, когда мы умрем. อย่างเช่น ไม่ ว่า นิสัย เราไปบางที่ที่มีการตายเกิดขึ้น เราจะนึกถึงความตายแล้วให้เราไม่ประมาท Иногда мы видели, что люди погибли или умерли. Да, иногда мы ходили на кремации или похороны. Они дают нам понимание, что нам тоже надо подготовить к смерти. อย่างเช่นบางที่ที่มีเลี้ยวโค้งอันตรายเขาบอกว่าโค้งนี้มันตายเยอะเราก็ขับรถไม่ประมาทจะลดความเร็วลงเลย Но когда вы за рулем, да, вы водите машину, когда там написано, или вы знали, что там очень опасные, как называется, опасные дороги, да, вы должны, как называется, уменьшать скорости. นั้นเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ И мы не знаем, когда мы умрем. นั้นเราจึงต้องทำอะไรทำความดีมาก Вы должны накопить максимально вашу хорошую карму. ๆก็ความดีเหล่านี้จะคอยช่วยเหลือเรา Потому что хорошая карма – это ваше спасение. เปรียบเหมือนบุญกุศลที่เราสร้างไว้ Человек, хорошее накопление – это является вашей урожай перерождения. บุญเหล่านี้จะช่วยให้เรานั้นมีชีวิตยืนยาวขึ้น Урожай, который дает вам долголетие. เป็นการป้องกันความตายอย่างหนึ่ง Это является, когда у человека аккуратное по отношению к жизни. Это является спасение. มันชื่อว่าความตายนี้มันช่วยชีวิตเราไว้ถึงความตายนึกถึงความตายช่วยชีวิตเราไว้ได้ Когда мы постоянно думаем о смерти, это подготовки, которые дают нам спасение. เรียกว่าเรานี้เป็นคนไม่ประมาทในชีวิตในการดำรงชีวิตต่าง Поэтому вы должны каждый день жить, думать и говорить очень аккуратно. ๆนั้นเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราชาวพุทธเราควรนึกถึงบ่อย Это короче тема для людей, которые занимаются буддийской философией. ๆความจริงเรานึกถึงทุกวันแต่เราไม่รู้ตัว На самом деле мы думаем о смерти каждый день, но мы не заметили. อย่างเช่นคน На самом деле каждый человек думает, вспоминает о смерти каждый день, но мы не заметили, что мы вспоминали о смерти каждый день. Не замечаем, да? Не смешаем. เรานึกถึงทุกวันแล้วเราบางครั้งเรารู้ตัวใช่ว่าเราบอกว่าวันนี้เหนื่อยจะตายบ้างอิ่มจะตายบ้างง่วงจะตายบ้าง Но иногда человек говорит, что очень смертельно устал, смертельно сыт, да, смертельно голодный, смертельный, как называется, ну, очень часто мы говорили, что смертельно, на самом деле смертельно. Это уже есть предупреждение смерти. Смертельно. นี่คือว่าเราถือว่าให้เรานึกถึงแล้วมันจะทำให้ชีวิตเรานี้เขาเรียกว่าไม่ประมาทชีวิตฉะนั้นขอให้ทุกคนเราพยายามอย่าประมาทนึกถึงความตายแล้วให้อย่าประมาทในชีวิตเราเอง И я очень прошу, что каждый человек, да, думать о смерти, да, периодически, постоянно, каждый минут не надо, периодически думать о смерти. И надо понимать, что не надо бояться смерти, да, надо быть готов к смерти. ต้องบอกว่าเราอย่ากลัวในความตายแต่กลัวในสิ่งที่ไม่ดีดีกว่า Я думаю, он говорит, что не надо бояться смерти, надо бояться результаты плохой кармы. ก็ความตายต้องมาทุกคนอยู่แล้ว Потому что у всех рано-поздно будет смерть. ไม่ช้าก็เร็ว Мы все умрем. ฉะนั้นเราพยายามสร้าง Да? Рано или поздно. ให้เราเป็นความชั่วทั้ง Не сделать плохие кармы, ทำในความดี делать только хорошие, ชีวิต хорошие кармы. ชีวิตเราก็จะมีแต่ความเจริญ
И очищайте ваши духовные согрешения, у вас будет только благополучие. ว่าทั้งในชาตินี้และชาติต่อไป И в этой жизни и следующей жизни. อาจารย์วุฒิ Да, все. Сейчас мы будем читать мантру, да, для вас. อาจารย์จดมาติกาได้ไม่ใช่มาติกาอภิธรรมเกี่ยวกับนี้ได้แล้วก็ขึ้นนะโมก่อนแล้วก็สวดพระองค์อิติปิโสก่อน ผมก็อะไรก็พิจารณาด้วย สวดสลาก่อนแล้วก็ ลองนะแต่มันยังขึ้น Я хочу, что вы, если вы, я думаю, что никто не понимает язык Пали, язык Будды. Да, вы послушайте мантра, который дает вам просветление, и мантра, который дает вам, как называется, сила и воля, чтобы победить ваши усталость, да, ваши, как называется, ваши уныние, ваши слабость, да, что у вас больше сила и воля, чтобы победить все неприятности в жизни, да, и дает вам просветление. Намо тасса бхагавато арахато самма самбуддасса. Намо тасса бхагавато арахато самма самбуддасса. Намо тасса бхагавато арахато самма самбуддасса. Kusalaya dhammaya kusalaya dhammaya payagata dhammaya katame dhammaya kusalaya saming samaye kama vajalang kusalang jetang opanang hoti somana sasangakatang yana sambayotang ruparamanang vasataramanang Ramanang Varasa Ramanang Vabodha Ramanang Vadhamma Ramanang Vayang Yang Vabanara Vatasaming Samaye Vaso Hoti Avike Bhagoti Yeva Vanatasaming Samaye Anye Bihati Pati Jasamupana Harubino Dhamma Ime Dhamma Kosala Banja Kanda Rupa Kando Vedana Kando Sanya Kando Sankhara Kando Vinyana Kando Tathagata Rupa Kando Yang Yen Rupa Aditana Kata Pajopana Ajatang Vapayita Vaholarikang Vasukumang Vainang Vapanitang Vayang Ture Vasandike Vatate Kacang Abhisanyo Itavang Abhisangipitavang Ayang Vojati Rupa Kando Sangkahong Asangkahong Sangkaitena Sangkaitang Asangkaitena Sangkaitang Sangkaitena Sangkaitang Asangkaitena Asangkaitang Sambayoko Vipayoko Sambayotena Vipayotang Vipayotena Sambayotang Asangkaitang Japanyati Yokandapanyati Ayatanapanyati Datupanyati Kanjapanyati Indriyapanyati Bokalapanyati Kinavata Pokalanang Bokalapanyati Samaya Vimuto Asamaya Vimuto Gopatamo Agopatamo Parihanatamo Aparihanatamo Cetana Babo Anurakana Babo Buddho Jano Godamu Ayo Parato Abayo Parato Baba Kamano Baba Kamano Niyato Niyato Patibana Ko Paletito Arahan Daya Patibano Bukalo Gopala Patisajika Paraman
จิกาตัวปรมาตัวตัตตัวโสบุคคโลอุปลาปฏิสัจจิกาตปรมาเตนะติเอวังวัตเปอาจานายิเนกังงันเยบุคโลอุปลาปฏิสัจจิกาตปรมาเตนะวัตเรวันนาเพโยสัจจิกาตัวปรมาตัวตัตตัวโสบุคโลอุปลาปฏิสัจจิกาตปรมาเตนะติมิจเยเกจิกุศลานัมมาสัพเพเตกุศลมูลเยวะปนะกุศลมูลสัพเพเตธัมมากุศลเยเกจิกุศลานัมมาสัพเพเตกุศลมูเลนะเอกมูลเยวะปนะกุศลมูเลนะเอกมูลสัพเพเตธัมมากุศลเยตุปัจจโยอะระมะนะปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตระปัจจโยธัมมานันตระปัจจโยสัจจะตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจจจตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิภากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยญาณปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปโยตปัจจโยวิปโยตปัจจโยอาติปัจจโยนาติปัจจโยวิกตปัจจโยอวิกตปัจจโยอานิจจวัตสังขาราอุปาทวยตัมมิโนอุปาจิตวานิโรจจันติเตสังอุปสัมโมสุโกอานิจจวัตสังขาราอุปาทวยตัมมิโนอุปาจิตวานิโรจจันติเตสังอุปสัมโมสุโกอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธัมมัสสารติสัตตเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตาโกวิญโยเกติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติตังยะตาริปุริสยุคานิหัตปุริสโภคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยภาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังกุญญาเกตังโลกัสสะติปะหุงสนัสสมภินิมิตาสาวกันตังวิเมกลังปุติตะโกรัสเสนะมารังทานาติธัมมวิริณาจิตวามุนินโตตันเตจะสาภวตุเตจยมังกลานิมาราธิเรกมปิโยจิตสาปรัตติโกรัมมนารวะกมากมตาตยากังคันเตสุกันดวิตินาจิตวามุนินโตตันเตจะสาภวตุเตจยมังกลานินาราคิริงกัจจวรังอธิมาตบุตังดาวากิจักขมัสสเนวสุตารุนันตังเมตังปุเสกวิตินาจิตวามุนินโตตันเตจะสาภวตุเตจยมังกลานิโวเกตกากรรมนิยาตสุตารุนันตังดาวันเด
โยชนะปตังกุลิมาลวันตังเกติปิสังกตมโนชิตาวามุนินโตตันเตจัสสะภวตุเตจยมังกลานิกตวานกตมุตรังอิวกามินิยาจินญายตุตวจนังยนกายมาเจสันเตนะโสมวิตินาคิตวามุนินโตตันเตจัสสะภวตุเตจยมังกลานิสัจจังวิหายมติสัจกวาจเกตุวาตาปิโรติธรรมนาอริหันตโพธังปัญญาปฏิปัจจลิโตจิตวามุนินโตตันเตจัสสะภวตุเตจยมังกลานินันโตปนันทปุจกามิพุตังมหิทิงโพเทนะเสลกุจเกนะธรรมาปยันโตหิโตปเตสวิตินาจิตวามุนินโตตันเตจัสสะภวตุเตจยมังกลานิโตกายเตติปุจเกนะสุขาตังพระมังวิสุทธิจติเมติภกาปิตานังญาณคเตนะวิตินาจิตวามุนินโตตันเตจัสสะภวตุเตจยมังกลานิเอตาปิปุตตจยมังกลาตกาตาโยวาจโนทินาทิเนสรเตปตันเตหิตวานเนกวิวิตานิจุปาทวานิโมกังสุกังอธิกมายนาโลสัพพัญโยมหาการุณิโกนาโตอิตายะสัพพปานินังโพเรตวาภารมิสัพพปะโตสัมโพธิโมตมังเอเตนะสัจวะเจนะโกตุเตจยมังกลังจยันโตโพธิยามุเลสกยานังนันติวัตโนเอวังกวังวิจโยโหอิจยาสุจยมังกเลอภราจิตปัลลังเกสิเสปนวิโภคเรอภิเสเกสัพพุทธานังกาปโตปโมทติสุนังกันตังสุมังคลังสุปปาตังสุทิตังสุขโนสุโมโหโตจะสุเยตังพระมจาริสุปตากินังกายกรรมังวาจากรรมังปตากินังปตากินังมโนกรรมังปณิทิเตปตากินาปตากินานิกตวานรพันตาเตอาตากิเนภวตุสัพพมังคลังรากันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรากันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรากันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิ Мы желаем вам счастья, благополучия, долголетия, освобождения из сансары, нирвана, просветления, счастливо.